Сложно приехать в Амстердам, минуя его центральный вокзал. Он расположен в самом центре города, рядом с его главными достопримечательностями. Да и сам считается одной из них. Он построен в конце 19 века и похож на сказочный замок, а вечерняя подсветка придает ему еще больше волшебства. У наблюдательного туриста возникает вопрос, зачем вокзалу двое часов на соседних башнях? На самом деле часы одни, слева висит необычной формы флюгер, указывающий направление ветра. А мы идем в город и будем бродить по каналам, улочкам и достопримечательностям. Но обо всем по порядку. Амстердам – столица и крупнейший город Нидерландов. Согласно Конституции Нидерландов, с 1814 года является столицей королевства. При этом правительство, парламент и Верховный суд располагаются в Гааге. Название города произошло от двух слов – Амстел – название реки, и Дам – дамба. В Амстердаме насчитывается более 100 километров каналов, около 90 островов и 1500 мостов. Каналы в основном были построены в период с 1585 по 1665 год, и возраст их превышает 400 лет. У каналов нигде нет ограждений. По-моему, их девиз «Кто выживет, тот с нами надолго». Это шутка, конечно, но видеть такое мне удивительно. И ежегодно из каналов вылавливают до 15 тысяч велосипедов. Эта статистика в основном обусловлена кражами, вандализмом и банальной ленью. Многие люди предпочитают выбрасывать сломанные велосипеды в каналы, а не утилизировать их должным образом. И чтобы очистить водные пути, муниципалитет Амстердама отправляет специальные лодки за этими велосипедами. По очевидным причинам знаменитые каналы Амстердама на протяжении многих лет изображались во многих произведениях искусства. Например, Клод Моне во время своего визита в Амстердам в конце XIX века написал знаменитый пейзаж с изображением каналов. По берегам каналов часто можно увидеть плавучие домики. Они стали неотъемлемой частью городского пейзажа и культуры. И чтобы иметь плавучий дом на каналах Амстердама, требуется специальное разрешение. Эти разрешения ограничены, и получить новое очень непросто. Плавучие дома должны соответствовать определенным стандартам безопасности и охраны окружающей среды. В Амстердаме на каналах зарегистрировано почти 3000 традиционных плавучих домов. И жилые лодки, плавучие дома имеют официальный адрес и подключены к городским коммуникациям, канализации, водопроводу, электричеству и интернету. Погода в Нидерландах осенью – это моя боль. 5 минут дождь, 5 минут солнце. Поэтому и картинка такая. То ясное небо, то все затянуто тучами и дождь. Все, мы идем прятаться в кафе. Заодно покажу вам одно из самых популярных кафе в Амстердаме – Сент-Джейн. Ссылку на локацию я оставлю в описании к видео. Среди местных оно очень популярно, в него всегда очередь, потому что там самые вкусные фисташковые круассаны. И осенью, в сезон кофе, есть кофе на тыквенном молоке. Очень оригинальный, необычный вкус. Мне понравилось. Здесь почти всегда очереди. Быстрее идет очередь, если покупать еду на вынос. Но если хотите дождаться столик, то запаситесь терпением. Но поверьте, это того стоит. Не зря местные занимают сюда очередь заранее. Множество достопримечательностей ежегодно привлекает в город более 4 миллионов туристов. И есть в Амстердаме один дом, который мне очень хотелось посетить. Это дом Анны Франк. Конечно же, эту историю я не могу не показать и не рассказать вам. Это довольно знаменитое место, и к ней даже ведут указатели. Дом-музей Анны Франк – это дом в Амстердаме на набережной, где всегда полно туристов. В задних комнатах этого дома еврейская девочка Анна Франк скрывалась со своей семьей от нацистов. Здесь она написала свой дневник. Сам дом был построен в 1635 году, и это типичный дом на канале. В декабре 1940 года сюда переехала фирма, где работал отец Анны, Отто Франк. А в 1942 году, в июле, семья Анны переселилась в так называемое убежище, устроенное сотрудниками фирмы в задних комнатах дома. Вход был замаскирован под шкаф с документами, и здесь
Анна с 42 по 44 года писала свой дневник. Он назывался «Убежище». И на протяжении 2 лет она записывала все происходящее с ней события, а также свои чувства, мысли, сочиняла небольшие рассказы. 4 августа 1944 года гестапо по доносу провела в доме обыск и обнаружила тайное убежище, арестовав всех его обитателей. Анну депортировали в Освенцим, а затем вместе с сестрой Марго в другой концентрационный лагерь, где она умерла в феврале 1945 года, когда ей было 15 лет. После публикации дневника Анны Франк в Нидерландах в 1947 году к дому потянулись люди. Есть очень много фильмов художественных и документальных, снятых на эту тему, и некоторые даже получили «Оскар» – высшую кинематографическую награду в мире кино. Вот такая история. Помимо велосипедов и каналов, есть здесь, в Нидерландах и в Амстердаме, в частности, в домах еще одна особенность домов. Это наличие балок с крюком или колесиком на козырьке крыши. Дома строили тогда узкими, потому что налог на недвижимость зависел от ширины дома, но довольно высокими для того времени. И на винтовых лестницах, ведущих на верхние этажи, было тесно даже жильцам дома, что уже говорить о подъеме мебели и грузов. И эти крюки, присмотритесь внимательно, они здесь есть почти везде. Именно для того тогда использовали те самые балки с крюками. За крюк цеплялась веревка, внизу к веревке закреплялся груз и подтягивался к окну. Да-да, именно через окна, а не через двери, жильцы заносили крупногабаритные предметы. И некоторые дома даже проектировались с небольшим наклоном в сторону канала, чтобы было легче поднимать наверх груз. В Амстердаме и в Нидерландах очень много велосипедов. Это часть культуры, и согласно последним данным, опубликованным Центральным бюро статистики, в Амстердаме в общей сложности 847 тысяч велосипедов, или 1,91 велосипеда на семью. Ездить на велосипедах и заниматься бегом здесь очень популярно. Во многом такое огромное количество велосипедного транспорта обусловлено политикой государства, согласно которой власти решили радикально и агрессивно побороть проблему зависимости от автомобилей, резко ограничив доступ к автомобилям и расширить доступность и удобство общественного транспорта в своем стремлении стать экологически чистым городом. И здесь для велосипедистов созданы все условия – велодорожки, парковки, невысокая стоимость велосипедов и возможность не спешиваться на пешеходном переходе, прошу заметить, это камень в наш огород. И, конечно же, это все дало свои результаты, поэтому велосипедов очень много. Кривые строения и еще одна фишка Амстердама. Когда-то город выглядел ровно и аккуратно, как и подобает столице одной из богатейших империй мира. А затем свою роль сыграло время. Деревянные сваи подгнили в солоноватой жиже местных болот, и аккуратные домишки, теряя опору, осели и начали заваливаться на бок. С тех пор так и стоят, накренившись, целые улицы и кварталы, а соседние дома не дают им упасть. Еще одна городская особенность домов – это отсутствие занавесок. Корни этой традиции кроются в Средневековье, когда испанский наместник герцог Альба, опасаясь заговоров и революции, потребовал от жителей открытости и прозрачности. Правда, от революции это все равно не спасло, но отсутствие занавесок на окнах сейчас – это скорее укоренившаяся традиция и символ все той же честности и открытости. Когда я была в парке миниатюр Мадюрадан в Гааге, вот так выглядела площадь Дам в миниатюре. Можно было обойти и сверху все рассмотреть. А сейчас я вам покажу, как она выглядит вживую, так сказать, в реальных размерах. Площадь Дам – это центральная площадь Амстердама. На западной части находится Королевский дворец, один из 3 дворцов в Нидерландах, которые находятся в распоряжении монарха. А на противоположной стороне площади 22-метровый национальный монумент. Это белая каменная стела, возведенная в 1956 году в память о жертвах Второй мировой войны. В обелиск вделаны урны с землей, взятой с военных кладбищ и мест расстрелов каждой из 11 голландских провинций. Королевский дворец – здание, построенное в 1648-1655 годах.
И прежде чем стать королевским дворцом, оно успело побывать городской ратушей. В его подвалах хранилась казна Амстердама, и когда в 1806 году император Наполеон сделал своего брата Луи голландским королем, тот выбрал ратушу в качестве своей резиденции. С концом наполеоновской эпохи дворец перешел к королевской династии Нидерландов, правда, королевская семья в нем не живет, а лишь изредка устраивает званые приемы. В остальное время его парадные залы открыты для посещения. Улицы Амстердама – просто музей под открытым небом. В нем много старинных зданий, фонтанов, памятников. Но мне всегда были интересны люди и их отличия в культурном плане друг от друга. Если заметили по моему видео, здесь очень много людей занимается бегом. Причем в любую погоду. Легко одетые люди бегают по улицам Амстердама. Также очень много легко одетых детей. Снимать детей без согласия родителей нельзя, но поверьте на слово. Вот я одета по-зимнему, и на мне еще и дождевик. А дети идут в резиновых сапожках, в шортиках и без шапок под дождем. Это тоже часть государственной политики в сфере здравоохранения. Так как климат, в общем-то, суровый, то детей одевают легко, и больное горло – это вообще не повод пропуска школы или детского сада. До 12 лет дети болеют постоянно, зато потом считается, что иммунитет сформирован, и нидерландцы, в общем-то, легко одеты, они закаленные этими погодными условиями, мало болеют и считают, что закалять детей с рождения таким образом – это самое то. Чего не скажешь о нас. Мы – греться в очередной пар. Ну что, вырастила себе собутыльника. Единственный способ согреться. Пиво – самый любимый напиток голландцев. Варят его в пивоварнях сами, и кроме того здесь производят всемирно известные марки пива – Хайникен, Гролш и Бавария. Нидерланды экспортируют больше всего пива в мире, примерно 50% от общего объема производства. И традиция пивоварения уходит корнями в далекое прошлое. Дело в том, что вода из каналов была непригодна для питья, и вино могли себе позволить только очень зажиточные горожане. Вот и спасался народ пивом. К пиву здесь подают традиционную закуску, битербаллен называется. Это небольшие круглые крокеты, обычно подаваемые с горчицей. Они хрустящие снаружи и мягкие внутри. Основные ингредиенты – говядина, говяжий бульон, сливочное масло, мука и специи. Большинство церквей Амстердама принадлежит к протестантскому течению в христианстве. Вот почему вы не увидите внутри этих храмов богато оформленного иконами и статуями интерьера. Это учение отвергает поклонение иконам и образам, поскольку с Богом надо общаться непосредственно, а не через посредника. Амстердам – один из самых противоречивых городов планеты. Здесь рядом друг с другом находятся древнейшие храмы и публичные дома. А в музеях можно увидеть не только древние артефакты и полотна известных художников, но экспозиции, посвященные татуировке, например. Сейчас столица Нидерландов занимает площадь 220 квадратных километров. Обитает здесь 825 тысяч человек. На квадратный километр проживает почти 4500 жителей. Помимо жителей, Амстердам посещает более 4 миллионов туристов, поэтому тут такая плотность населения. Еще один бренд Голландии – это сыры и всевозможная сырная продукция. Изготавливать сыры в Голландии научились в 1 веке до нашей эры, позаимствовав это ноу-хау у сыроделов Древнего Рима. Впоследствии ученики намного превзошли своих учителей. В Амстердаме даже есть музей сыра, а при продаже в магазинах сыры можно дегустировать. Не совсем моя тема, но посмотреть было интересно. Интересные факты о голландском сыре. Петр I, который полюбил сыр, когда обучался кораблестроению в голландском городе Саардам, сделал этот продукт очень модным в России. А шарообразную форму сыр Эдамер получил не только из-за удобства транспортировки на парусных судах. Во время столкновений с пиратами в Карибском море сырные головки использовались как пушечные шары. В Амстердаме как раз проходил фестиваль уличной музыки. И вот такие стихийно организованные концертные площадки и дискотеки были не редкость по всему городу.
Амстердаме обитали многие известные люди. Среди них художники Винсент ван Гог и Рембрандт, философ Спиноза. Есть музеи их памяти и памятники, которые установлены в честь этих знаменитых людей. Конечно же, за один день невозможно увидеть даже небольшой список достопримечательностей. Так, скорее пройтись погулять, попытаться прочувствовать атмосферу этого волшебного города и узких улочек, увидеть ночные витрины со знаменитыми голландскими изразцами и заглянуть в незанавешенные окна местных жителей. Амстердам имеет хорошо развитую систему общественного транспорта, и в городе действует метрополитен, традиционные скоростные трамваи, автобусная сеть и паромные переправы через реку. В трамваях и автобусах не стоит забывать об одной особенности. Когда вы заходите в трамвай, вы прикладываете либо проездную карту, либо банковскую карточку к считывающему устройству. И когда вы ходите, вы должны обязательно сделать то же самое, потому что если вы не сделаете, то снятие денег автоматически идет у вас с карточки, как будто вы еще едете. А это памятник убитому журналисту, который погиб здесь, в центре Амстердама. Он был криминальным репортером и боролся за правду и справедливость. На памятнике выгравирована надпись на 41 языке, которая гласит: «Оставайтесь верны себе. Когда необходимо, заступайтесь за слабых и меньшинства. Высказывайте свое мнение честно и прислушивайтесь к своему чувству справедливости. И передайте это своим детям. Тогда все будет хорошо». Амстердам красив и дневной, и вечерний. Город обладает тем волшебным шармом, который оставляет после себя приятное воспоминание и желание непременно вернуться. Если видео понравилось и мне удалось передать настроение города, если было интересно, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, возможно, вы здесь были или только планируете побывать. Этот город стоит того, чтобы побывать в нем хотя бы однажды. Город безопасный даже вечерами и очень уютный. Если вы хотите посетить основные достопримечательности, пройтись по музеям и выставкам, то в описании к этому видео я напишу список мест, где стоит побывать хотя бы однажды. Путешествуйте, будьте открыты миру и новому, улыбайтесь, мечтайте и вдохновляйтесь прекрасным. Хотя за один день вы вряд ли успеете это сделать. Ехать сюда надо минимум на 3 дня. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Больше таких интересных историй с фотографиями и рассказами у меня в Инстаграме и в Телеграм-канале. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!